Вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, всем большое спасибо, что дождались нашу сегодняшнюю встречу с Семеном Ураловым. Он на связи. Семен Сергеевич, приветствую вас. Приветствую всех зрителям, привет и с началом трудовых будней. Дорогие Уже друзья, вроде уважаемые гости и окончательно. подписчики моего канала, всем большое спасибо, что Да, ну, дождались нашу сегодняшнюю знаете, встречу с Семеном Ураловым. это, Он на связи. конечно, Семен Сергеевич, это, приветствую вас. конечно, нечто, это, конечно, что-то. Приветствую всех зрителям, привет и с началом У нас трудовых сегодня будней. Дорогие экспериментальный друзья, эфир, друзья. Экспериментальный в каком плане? Видите, там изображение вот пропало, но я думаю, что все, собственно, будет, как говорится, на мази у нас, да, в любом случае, вот, то появляется, то пропадает Семен. Это прямой эфир, поскольку время сейчас такое опасное, все глушат, всех глушат, нужно, как говорится, ну, в общем, искать способы. Мы нашли, поэтому так, собственно, долго начинали и стартовали, но очень надеемся, что эта задержка вот живого эфира никак не повлияет на вашу вовлеченность в этот эфир. Все банально просто. Как всегда, в наших прямых эфирах и в любых прямых эфирах на канале Шелест вы можете в них принять участие. QR-код, возможность канал поддержать и, ну, чего хорошее, да, так сказать, написать, когда хотите. Ваши вопросы оставляйте в сообществе YouTube, а также в чате трансляции и в закрытом клубе зрителей. Все эти вопросы пройдемся в конце. Ну и начнем наш сегодняшний эфир с опроса, ну вот, да, опроса вашего, да, что непосредственно вашего опроса. Он сегодня звучит так, значит, если бы не коррупция власти в Украине, то война бы не началась, быстро закончилась победой, быстро закончилась Стамбулом или велась бы против Запада. Вот такие у нас, собственно, варианты. Давайте с них попробуем начать. Семен Сергеевич, коррупция, конечно, дело хорошее, вечная тема, обсуждать ее можно в Украине, но на фоне того, что из-за Тимошенко в очередной раз пришли, вот такой философский вопрос. А если б не было коррупции, то что было бы? Вы знаете, вопрос более чем насущный, потому что коррупция коррупции рознь. И одно дело, когда коррупция возникает на стройке чего-нибудь, ну, например, спортивных объектов к Олимпиаде или даже ну, каких-то жилых домов. И совсем другое дело, когда коррупция возникает на войне. И тут, конечно, коррупции очень разные. И вот если мы посмотрим на историю пост-Украины, вот в разрезе, вот до того, как овладела правящей элитой идея войны с Россией, сначала от гипотетической, потом до практической, отчет надо вести, наверное, с книги «Украина без Кучмы». Ну, то есть, когда это было. До этого коррупция была, напомню, на чем? Ну, в основном на нефти и на газе. Правильно же? Причем вот Юлия Тимошенко, которую сейчас, вот так сказать, обвиняют уже в который раз. Я вот пришел в ремесло политтехнолога году где-то как раз в 97-98. И вот уже тогда Юлию Тимошенко обвиняли в коррупции. Вот. Ну, то есть это человек эпоха. И, конечно же, правильно говорить не то, что Тимошенко виновата в какой-то коррупции, а просто сама эта система, она притягивает таких персонажей, как Тимошенко. Потому что останься она в советской системе, был бы какой-нибудь очень талантливый инженер, кстати, как и Коломойский. Вот. Он прям же отличником был, если не ошибаюсь, в металлургическом институте. А вот когда пошла идея абсолютной свободы, и причем свободы именно ну, распоряжаться с помощью финансового капитала, вершить судьбы страны, вот тогда, конечно, украинским элитам и сорвало башню. Произошло это, я напомню, ну где-то на втором сроке Кучмы, когда уже образовались миллиардеры, потому что вот еще до 97-98 года украинский тот же парламент, это сборище, в общем-то, в основном, ну, скажем так, авторитетных разных хозяйственников, вот, небольшая прослойка коммерсантов, ну и с правого фланга националисты, да, руховцы так называемые. Ну, в общем-то, это были люди, скажем так, понимающие, ну, вернее, скажем так, извлекающие коррупцию из какого-то дела, а не ставящие коррупцию за систему, ну, за систему.
То есть, и поэтому где-то со второго срока Кучмы, в общем-то, коррупция, то, что так называется в широком смысле слова, а там надо разделять хищение, воровство, государственную измену, ну и, в общем-то, много-много разных других преступлений. Но если обобщенно говорить про коррупцию, ну, она сожрала где-то уже к началу 2000-х, а дальше все катилось по наклонной. Поэтому вот такой вот у меня сложный ответ. А Юлия Владимировна Тимошенко, ну, она еще кого коррумпировала? Она еще, это, кстати, по воспоминаниям того же Кучмы, у него есть хорошая тоже книга, называется «После Майдана». Ну, вот «Украина не Россия», она раскрученная, а у него есть интересная книга рефлексии вот через год после первого Майдана. Она вышла, по-моему, в 2005 или 2006 году. И он там довольно откровенно рассказывает о вот выкормышах своей системы. И Юлии Тимошенко там уделена значительное место в книге. Ну, в общем, он там еще рассказывает, как кого там, Рема Вяхерева она коррумпировала. То есть Юлия Владимировна Тимошенко – это мать системы. Ну, вот учитывая, что все отцы уже на пенсии, включая Ющенко, Кучму. Так что вот такой вот у меня ответ на вопрос о Не, коррупции. так а по Смотря на чем поводу... они Не, воруют. стойте, стойте. Тут же война и коррупция. То есть война бы не началась, закончилась победой, закончилась поражением, или была бы против Запада. Это никак не связано. Нет, смотрите. Когда человек принимает решение, что он участвует в коррупции, он может участвовать на войне, а может участвовать в мире. Та система коррупции, которая сейчас существует на Украине, она приводит к власти негодяев. Мы это с вами разбирали, по-моему, в последней нашей беседе. То есть вообще система, которую строят американцы по внешнему управлению, это тоже многократно уже и разбиралось и нами, и не только нами. Она приводит специфический тип политика к власти. То, что называется негодяя. Коррупция – это, в общем-то, одна из характеристик таких людей. И поэтому сама идея, которая возникла вместе с приватизацией, она породила коррупцию как системообразующую экономическую деятельность. А трагедия в том, что пришли элиты, которые решили, что им проще делать коррупцию на войне. Но они коррупцией занимались хоть на войне, хоть на мире. Это никак не связано. Просто такого типа люди приходят, которые способны ну, как бы развязывать войны и строить на бизнесе биореактор. Ну, Ну, то просто есть они уже смотрите, ничего другого не могут. смотрите, вы И так, смотрите, что Порошенко. сейчас про Порошенко поговорим, это все очень интересно, но я вот все-таки максимально к опросу, чтобы люди могли иметь какую-то базу, чтобы проголосовать, вам в конце интереснее итоги будет подводить. Семен, вот вы говорите, коррупция, война, это как бы мухи отдельно, котлеты отдельно. Окей. Однако, подождите, ну что, россияне не могли вот этим продажным денег дать, да, и купить Украину? Да вроде как могли, есть свидетельство, что и давали, да, что Запад дал больше, получается, взяли оттуда и оттуда. То есть, как бы, если коррупция это как бы не про войну, то фактически мы сейчас понимаем, что коррупция к этой войне и привела. Более того, от нее не отказались. И, ну вот Тимошенко, это же ярчайшие это вот эти кадры. Понятно, она говорит, это все я не я, интеллект искусственный, сгенерировали, все вранье. Ну там же видно, прям можно представить ее. Когда она говорит о деньгах, она говорит шепотом, как бы наклоняясь к... Ну, там есть уже версии, кто этот был депутат, который из «Слуги народа» хотел перебежать к ней. И она вот как бы шепотом говорит об этом. А вдруг камеры, а вдруг прослушка, понимаете? И 10 тысяч депутатов в месяц. Ну, как бы это все как бы все прекрасно понимают. Но, может, потому что у нас такие депутаты и такие элиты, да, у нас и война? Ну, а погодите, а поздний Янукович разве не так же скупал? Понятия были, как они, тушки, правильно? Депутаты. Тоже была своя квота, своей зарплаты, свое, так сказать, роль. Там еще разделялась, кто будет трибуну защищать, потому что сильно бойкие были националисты в те годы. Смотрите, Юлия Владимировна Тимошенко, ее обвиняли в том, что она по газу коррумпирует. Вот самое высшее руководство, в том числе тогда в России, ну, газовое. Теперь ее обвиняют, что она покупает мелких депутатов от «Слуги народа». То есть это, в общем-то, сильная потеря по уровню, чем раньше занималась Тимошенко. Это деградация.
Это очень серьезная деградация уровня, но подчеркиваю, было время, когда Юлия Владимировна Тимошенко, я сейчас нахожусь как раз на Крымском полуострове, вот, когда висели билборды в Севастополе. Флотам быть, флотам дружить. И она была с двумя, так сказать, флагами изображена. Юлия Владимировна Тимошенко – это политическое животное с очень острым нюхом и чутьем. И с моей точки зрения, ее не за коррупцию прессуют, а ее прессуют за то, что она почувствовала, что, значит, система Зеленского начала немножко трещать по швам и решила в эту игру сыграть. Вот, на упреждение. Понимая, что Верховная Рада, скорее всего, станет тем органом власти, от имени которого будет что-то там подписываться, не подписываться, ну, имеется в виду, которая сохраняет легитимность. И понимая прекрасно, как устроена система власти в России, она просто решила зарабатывать себе личные персональные очки и повышать личный политический У капитал. А с кого? переходами депутатов там же как? Лиха беда начала. Не-не, у Как кого? только У кого один... повышать? На Америку все взоры или на Россию? Ну, нет, смотрите. В тот момент, там же как политик рассуждает, есть трек войны. В треке войны делать ставки не на кого, потому что на это, ну, эти ставки делает в первую очередь сам Зеленский. Это многократно все разбирали, и ваши эксперты, что для него война – это возможность и сохраняться самому, и еще и, собственно, зарабатывать на войне. Все остальные для него это партнеры младшие по этой коррупции, то есть кого он подтягивает в этот проект. Есть другая часть элит, которая хотела бы мирных переговоров как процесса именно переговоров мирных с Россией, как процесса, то есть новых Минских соглашений. И, соответственно, под эти новые Минские соглашения нужно выстраивать, ну, определенную конфигурацию. И конфигурацию в первую очередь в этом самом, в парламенте. И, конечно же, в этом смысле Юлия Владимировна играет на потенциальный переговорный трек, который, ну, рано или поздно он же должен начаться между Москвой и Киевом. Вопрос, к чему он приведет, это второй вопрос. Ну и, соответственно, у кого будет больше. Это сейчас я включаю чистую политтехнологию. Тут как бы все, мне кажется, очевидно. Это комбинаторика. И тот, у кого будут выше акции в Верховной Раде, тот, так сказать, и чемпион этого процесса. Поэтому вот что делала Юлия Владимировна Тимошенко на уровне схемы. Это, так сказать, крысы начали разбегаться с тонущего корабля. Ну, имеется в виду, как они считают, что все посыпалось. Ермака взяли, еще там начинают нахлобучивать. Там эти назначения якобы там проложили Зеленского с другими назначенцами. Но это все возня именно мышиная, но тем не менее в рамках этой мышиной возни есть борьба за повышение политического капитала. Украинская политика была всегда такой, разве нет? Ну, во многом да. Однако тут же, понимаете, еще очень такой привкус или послевкусие этих событий такое интересное. Значит, депутата к ней подослали, потому что депутата взяли на взятки, и он как бы в рамках сотрудничества со следствием это делал. Ну, то есть не сам от себя, то есть, да, такой вот, я тут решил записать и честный слил Тимошенко на бу. Нет, это Ну, было подстава, то задание. есть, да? Это было задание. И вот тут возникает вопрос, если это все мы увязываем с ну, там, развалом, осыпанием, по-разному можно эти метафоры подбирать к власти и к режиму, и усилением перед переговорным или там, предвыборным треком, то возникает же момент. Получается, такой прожженный, такая тертый калач Тимошенко, тертый калач на голове, тертая коса у нее на голове. А вот смогла вот таким образом попасться, тоже вроде как маловероятно. Другие говорят, это старая там какая-то запись. Третьи предполагают, что ну и на старуху бывает проруха. Получается, что кто-то срывает или отодвигает, в шею просто гонит от американцев собственно, любых других
чтоб никто носа не высунул. Ну или другой момент, да, американцы всех подчищают и будут конкретно спрашивать Зеленского. Вот это вот его, да, у Трампа выражение, вот это вот. Один палец вот так вот показывает, а может два пока, а может и другой палец, второй показать. Ну, я скорее с вами согласен, что это последний вариант, что все субъекты зачищаются внутри республики, и выступление пламенное Порошенко, ну, который сделал ставку на войну вот в парламенте, да, который я синхронизировался с позицией Зеленского, это, в общем-то, свидетельство того, не так много осталось относительно самостоятельных игроков внутри Украины, причем игроков достаточно авторитетных, чтобы ну, с ними, по крайней мере, ну, контактировали как на Западе, так и на Востоке. И Тимошенко с Порошенко это, наверное, одни из немногих. Порошенко ставку сделал. Тимошенко, ну вот, ее, собственно, сбивают как потенциального субъекта контактов. Но тут тоже надо понимать, что это мышиная возня, она не влияет на общий стратегический замысел. А общий стратегический замысел вы видите ну, в виде империализма американского, который то, что языком советской пропаганды назывался «сбросил маску». Да, потому что действия в Венесуэле и то, что вы видите сейчас в Иране, и синхронизация именно позиции Вашингтона, ну, израильской позиции и британской по Ирану, это свидетельство того, что империализм возвращается в свою, ну, скажем так, допиаровскую фазу. Это же мы были контужены гибелью Советского Союза, когда мы добровольно уничтожали свое государство, общество разрывали, и это было во имя, значит, мы строим демократию. И мы за это время не смотрели, как действовали США по всему остальному миру. Мы настолько первый раз, я имею в виду у нашего поколения, наши предки все это знали. Когда Югославию разбомбили, вот-вот был какой-то, значит, мирный процесс, а тут бац, чик-чирик, и все. И все уже вместе, причем, по большому счету, именно уничтожение Югославии, это был серьезный, ну, скажем так, ну, стимул к более форсированному созданию Европейского Союза. Потому что вот это евроатлантическое братство, оно же по типу банды, они постоянно должны кого-то уничтожать для того, чтобы внутри себя поддерживать вот этот вот порядок хищнический. Империализм западный – это чистой воды хищничество. И посмотрите, вот взглянуть достаточно на карту Ближнего Востока, вы видите, на чем держалось евроатлантическое братство. На начало уничтожения Саддама Хусейна. Сколько это? 15 лет, но это как бы работала, это, так сказать, пилюля патриотизма. Потом Каддафи точно так же. Вот. На Франции даже удалось поиграть в империалистов главных. Но по большому счету вот уже Ближний Восток подошел к терминальной стадии. И Украину точно так же медленно варили в огне. Да? То есть к этой войне двигали постепенно, постепенно. Убеждали обязательно, что Россия развалится, что все вместе навалимся, публиковали карты вот, о том, как, значит, Россия на 20-30 частей обязательно распадется. Рисовали как бы фантасмагорические альянсы. Не знаю, вы помните, не помните, это еще из позапрошлой жизни. Гуам, там Грузия, Украина, Армения или Азербайджан, я не помню, и Молдавия. Вот уж был мощный альянс, но это зато был единственный альянс, где прям честно и открыто показывали, что их целью является, ну вот если мы проведем даже вот на карте, у меня просто вот перед глазами карта, мне удобно подглядывать, да, вот это прям видно, как что это попытка отрезать Россию с юга, и никаких иных целей у них нету. Но цели были поставлены давно, а вот обращаем внимание, что вот только в 25 году уже Иран удалось полностью окружить. Ну вот, открываем карты, кто, так сказать, не очень помнит, и смотрим, да. Вокруг
все страны, которые погружены в хаос, и последняя смычка, которая была нужна, она произошла в 25 году, это тактический альянс Армении и Азербайджана. И плюс Азербайджан во время последней атаки на Иран со стороны Израиля, он предоставил даже свою территорию. Там, то есть там были замечены следы того, что Израилю помогали. И вот Иран окружен. Вот, окружен, и, судя по всему, наступил этап, наносить как бы удар уже, смертельный, не смертельный, это мы посмотрим. И никаких иных целей по втягиванию. И точно так же Украина, вот если мы посмотрим просто, я предлагаю всегда на картинку подниматься выше. То есть Украина это один из таких же, ну, элементов окружения России. Англосаксонские вот эти вот братья-негодяи, они всегда действуют одинаково. Они всегда поджигают какую-то страну и потом регулируют как фитиль, да, чтобы горело больше, меньше, меньше, больше. И поэтому пост-Украина уже находится в том состоянии необходимом. То, что мы говорили, сколько может продлиться эта война, я утверждаю, до середины века. И учитывая, что уже вот буквально на днях у нас больше будет 4 лет, уже пойдет пятилетка. Так мы и 10 лет не заметим, как оно проходит. А на подходе Азербайджан, Армения. Поэтому для того, чтобы делать прогнозы по Украине, надо всегда сопрягать это с прогнозами по Молдавии соседней, по Грузии с Арменией, Азербайджаном. В общем, 3 фронта. Европейский, Кавказский и Среднеазиатский. Надо смотреть на все 3 фронта. И это еще не считая северный, такой северно-арктический, назовем его так. Давайте как бы коснемся немножко североарктического и вот этого иранского фронта, то, что сейчас было в Иране, будет в Иране. А, Слушайте, если честно, то вам не кажется, что момент-то уже упущен? По большому счету. Сейчас какие-то публикации пошли интересные. Рейтерс, там другие средства массовой информации, глобально имеется в виду. Американцы увели со своих баз на Ближнем Востоке, передислоцировали личный состав, как бы увели. Да. Иран предупредил всех вокруг, Арабские Эмираты, Турцию, причем арабы и Эмираты говорят, ребята, не-не-не, то есть американцы, воздержитесь, не надо бить по Ирану. Это тоже как бы такой очень показательный момент. А, Вроде как пишут о том, что режим устоял. Да, это все приправлено вот этими всеми замечательными публикациями о том, что 2000 человек убили, 3000, вчера было 500-600, сегодня вот уже, скажем так, вот такие большие цифры, Трамп говорит, перестаньте убивать. Но кажется, что, бить надо было, грубо говоря, вчера, а не сегодня, а уж тем более не завтра, потому что каждый день сейчас перегрева этой истории, он же не принесет ничего этакого. С другой стороны, у нас перед глазами Венесуэла, и там тоже ходили-рядили достаточно долго, и уже все выдохнули, плюнули, забыли, блокада, корабли, там чего-то где-то, лодки там бьют, уничтожают. И, собственно, вся Венесуэла. Мадуро танцевал, ему было весело, но из расчета, опять-таки, то, с чего мы с Тимошенко начинали, на предательство или на предателя, да, вот это все быстро и провернули. Как вам кажется, Трамп вот эту спесь, ему, в общем, зубы обломают в Иране, или его затянут в такую, знаете, в такой Ирак, что ли? Вот если сравнивать, хотя тоже до конца нельзя сравнивать, все-таки разные ситуации. Все-таки в Иране режим, там пишут, что интернет закрывают, там пишут, что, в общем, даже Netflix свой пускают, в общем, отгораживаются от мира, потому что этот мир с интернетом Илона Маска несет только провокации, поджоги мечетей и угрозу режиму. Как это Трамп проиграл, тем более в Иране? Есть такие варианты? Ничего еще никто не проиграл, потому что ситуация находится в развитии. И если говорить о режиме, то режим Саддама Хусейна, который был именно с партией Баас, и там вообще была такая отдельно даже формула такого арабского
социализма, да, ну, это ранним Хусейном был, да, и там был достаточно устойчивый режим по сравнению с соседями. И у Асадов тоже был вполне себе режим, особенно отец, ну, старший Асад. Там ходили просто страшные истории про этот режим. Поэтому режим на Востоке, как мы... ну и у Каддафи был тоже вполне себе режим, который достаточно долго держался. Наши бледнолицые братья, я напоминаю, мы с позиции индейцев, да, находимся, они умеют, во-первых, ждать, а Мгм. во-вторых, играть в долгие стратегии. И стратегия против Ирана – это не стратегия Дональда Трампа. Это еще стратегия, которая начала реализовываться при Рональде Рейгане. И я напоминаю, что одна из целей того же Афганистана, это было не только войны в Афганистане, еще, первой, то есть не сейчас, когда американцы заходили, а когда они разворушили Афганистан и превратили его в осиное гнездо. Очень полезно изучить, есть хорошая книга Ахмеда Рашида, это пакистанский, кстати, журналист, который наблюдал за тем, как Талибан, так называется книга «Талибан», развивался. И он, в общем-то, убедительно доказывает, что все внешние инвесторы, те, кто сначала назывались маджахедами, потом превратились, они эволюционировали в талибы, они были заинтересованы в дестабилизации всех по кругу. И Иран, он был одним из целей. Там же на, получается, западе Афганистана находится древний город Герат. Это еще известный со времен Шелкового пути, в общем, древний-древний. И там как раз в основном персоязычное, то есть культурно близкое Ирану население. И там еще почему испорчены были отношения у Советского Союза с Ираном. Ну, в том числе, когда мы заходили на Афганистан, мы же все брали под контроль. Потом точно так же было с Ираком. Посмотрите, где, так сказать, завелся потом ИГИЛ. Ну, то, что мы потом назвали ИГИЛ, а теперь это превратилось в правящие элиты Сирии. Они зародились как раз на севере Ирака, который граничит с Ираном активно. Поэтому американцы, как и Саддама Хусейна, они обкладывали на протяжении почти 15 лет, сначала поддерживая его в Ирано-Иракскую войну, вот так вот, играя то одних, то других, а потом, в общем-то, довели до уничтожения. Поэтому эта игра длинная, это игра в долгую. И Ирану нужно готовиться к тому, что за него взялись всерьез. И то, что в Иране отключили уже полностью средства коммуникации, то, что мы видим, да, интернет и прочее, но это свидетельство того, что такие концепции когнитивной войны, которую внедряют наши бледнолицые братья, она работает. Они способны с помощью инструментов коммуникации массовой и то, что называется, эти технологии влияния трансграничные, они способны проникать внутрь общества, кого они хотят уничтожить. И поэтому эта ставка на игру длинную, я напоминаю. Там же как оно шло? Ты сначала прессуешь режим внешне, у него должны включиться, ответная реакция, да, то есть держать строй. Держать строй – Ну, это ответная подождите, реакция. смотрите, давайте не по методичке, а давайте, или там по пунктам теории, а на практике. Ну, Иран нормально ответил, На подождите. практике. Они собрали антимайдан. Как ответил? Подождите, они собрали Ну, антимайдан. Показали точно таких же иранцев, которые жгут, они, правда, не подкуривали от портрета сожженного с Хаминии, да, но от других этих портретов шахов. Призвали всю молодежь. Опять остается же загадкой. Вот эти поджоги мечетей, которые многие считают, что это как бы немножко отвернуло от протестующих народ, да, от бунтовщиков. Потому что, в смысле, после себя оставлять мечети сожженные, даже условно стремясь к былой светскости при шахе, да, и это ксировцы, говорят, что это провокаторы, понятное дело. Тут как бы мы видим вообще лекало вот этого Майдана, а вот по сути Иран же нормально отвечает, да, вот смотрите, антимайдан собрали, Старлинки сейчас изымают, задерживают,
подавляют, ну, все, как бы интернет отключают. Что еще, чего еще не хватает? Не хватает, наверное, может, как в Казахстане, чтобы какая-нибудь страна прислала, а то ли какой-нибудь АДКБ прислала те или иные группы, чтобы те как бы зафиксировали контроль над стратегическими, ну, узлами страны. Я не знаю, к кому они могут обратиться за такого рода помощью, потому что они не входят ни в какие оборонные альянсы. И поэтому как можно кому-то помочь, если никто никуда не входит и никому не обращался? Это как про кота Матроскина, да? Значит, прежде чем продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. Поэтому так это не работает. Я не думаю, что в этот раз режим падет. Вот именно в этот раз. Я думаю, что он ответит еще большим закручиванием гаек. А так как режим идиократический, то закручивание гаек приведет к отчуждению еще большего между обществом и государством. И если государство не научится коммуницировать со своим обществом, там же в чем проблема Ирана, вот как говорят эксперты внутренние, там государство закапсулировано, она вещь в себе, общество живет своей жизнью, вот, это, ну, это если сравнивать, вот как там Украина между 14 и 22 годом. Ну, государство где-то там ведет войну на Донбассе. Ну, можно спрятаться от этого и включить режим хатоскрайника. Она меня не касается, эта война, я ее не вижу. Вот, ну, при этом же в телевизоре была армия Мова Вира, все было. Но как бы не страшно было. Это никого не касалось. И пока ТЦКшники не начали бегать, и конкретно, пока сначала границу не закрыли, а потом пока вот этот СБ ОУН не стало людей хватать, это можно было даже войну с Россией не замечать. Вот точно так же устроена и, судя по всему, ну, модель власти в том же Иране. То есть государство само по себе, и до тех пор, пока не ну, вспыхивают протесты, можно не обращать внимания на полное отчуждение между обществом и государством. Ну, все, кто бывал в Тегеране, они ну, всегда удивляются тому, что ничего нельзя, вот, но по факту все можно. Страна такая вся исламская и традиционная, но при этом работает серая экономика, люди гуляют, так сказать, и ну, это рождает двоемыслие. А именно ну, с помощью такого двоемыслия уничтожили Советский Союз. Потому что борьба с привилегиями комсомольцев и партийцев была ведущей темой вообще для всего советского общества. Ох, как там возмущались вот этой вот коррупцией комсомольской. А всего через 3 года увидели ну, коррупцию уже, ну, рэкетирско-олигархическую, и офигели. Вот сейчас Иран где-то находится в той ситуации, когда часть общества, какая-то часть общества презирает власть за, ну, двоемыслие, за, ну, такой цинизм, за абсолютный несоответствие тому, что они декларируют. Потому что для любого идеократического государства очень важно, чтобы декларация соотносилась с реальностью. Это когда ты строишь государство вот, либерального империализма, да, вот, ну, это в США, а у нас либерального колониализма, страну негодяев. Когда ну, чем хуже, тем лучше. Когда чем больше украл, тем ты круче поднялся. И когда вот это вот двоемыслие и лживость, она принимается за абсолютную норму, наступает та самая аномия, как это называют социологи, или отчуждение, как это называли в нашем обществоведении, то тогда создается питательный бульон для любого госпереворота и для Майдана. Потому что не надо испытывать иллюзий, все эти Майданы рассчитаны не на большинство населения, которое поддерживает протестующих, оно рассчитано на организованное ядро сторонников, которые с помощью медиа и прочих технологий превращаются в большинство. Это было видно ну, для жителей Украины. Ну, кто это все посмотрел, тот и видел еще во время первого Майдана 2004 года, когда всю республику накачали ну, одних зрадой, других перемогой, то есть одних ненавистью, других как бы абсолютным таким забвением
ярости. Разом нас багато, нас не подолати. А сколько участвовало в реальности в Киеве на площадях? Ну, 100-150 тысяч. Это если еще брать вот со всеми ответвлениями на Европейскую площадь. Ну, когда на пике было, когда уже по Подолу шастали. Я очень хорошо помню эти осенние дни 2004, получается, года. Да? Ну, вот с ноября по э, декабрь, да, это же в конце декабря. И вот эти вот 150 тысяч, тогда еще без использования технологий социальных сетей, только медиатехнологии, они изображали 50-миллионной стране виртуальную политику, в которую, я подчеркиваю, одни поверили, а другие, ну там, собственно, родилась реакция, я напоминаю, этот вот съезд Северодонецкий, это же что было такое? Это была такая эмоционально-политическая реакция на то, что часть страны надули, вот, ну как бы кинули, обманули, как так произошло? Ну вот так и произошло. И вот 150 тысяч так работают. Я думаю, в Иране нечто подобное. Ну, там еще есть один очень интересный аспект. Опять, это все очень тяжело проверяется, но из прям таких новостей сегодняшнего дня. Турки сообщили, что предупредили КСИР иранцев о том, что курды, в общем, стремятся через Ирак в Иран. Там уже первые боестолкновения случились между Ираном и КСИРом и курдами. Самих же курдов просто перемалывают и унижают в Сирии. Там это просто все рядом, да, вот это как бы, да, и там своя у них у курдов история. Сейчас они проигрывают Алеппо, в общем, бьются как могут. Но, понятное дело, Урсула фон дер Ляйен, которая кланяется Джулани, за которого выставляли, ну, это как показатель вот этого западного мира. Курдов, кстати, очень давно поддерживают американцы. Ну, Запад поддерживает деньгами, финансированием. То есть такая у них очень интересная игра. Смотрите, тут же какой момент может быть? Можно ли по Ирану, ну вот, чтобы понять, что будет делать Трамп? Отбомбиться? Ну, он уже бомбил объекты. Ну, побомбил. Бомбежки как бы особо не спасают и не меняют власти. Режим не рухнет. Только конкретно уничтожение может быть. И то посмотрим, какая там лестница преемственности. Уничтожение может быть или захват Хаменеи может что-то изменить. Но есть ли вариант условного, ну, такого анклава или, как сказать, ну, такого курдского Донбасса в Иране, когда зайдут какие-то силы, организуются, они получат оружие, оттяпают кусок территорий, ну и будет примерно такой. Вот он больше, конечно, не на украинский донбасский вариант похож, он похож все-таки на такой сирийский вариант, где курды условно их поджали в Сирии, а они вот немножко через территорию Ирака чуть-чуть откусили территорию Ирана. Но что это даст? Вот этот принципиальный момент, да, это будет ли Аятол держать на каком-то крючке, можно ли будет объявить победу, если условно взять и организовать маленький, но свободный Иран с львом и солнышком, который как бы смыслом своего существования будет считать уничтожение Ирана с, ну, Исламской республики Иран. Ну, курды это один из элементов дестабилизации всех этих стран, которые находятся рядом. Это Иран, собственно, Ирак и Сирия, и часть Турции, да, то есть это ж народ, который, ну, не обрел государственности по результатам деколонизации 20 века. Один из немногих народов. Его когда-то наши поддерживали. Но вот рабочая партия Курдистана, это была социалистическая партия. И вот поддержка курдов, это была очень, ну, партия, в том числе и советская была. Поэтому они, как и любое подпольное движение, а их, ну, правильно считать подпольным движением, без четкого внешнего фактора. То есть на кого конкретно могут опереться курды? Ни на кого. Вот, поэтому с ними все играют. И все используют в своих интересах. Это, конечно же, уже такая средневековая политика в стиле, ну, часто в художественной форме отражено было в «Играх престола». Ну, для нового поколения. А мы это все изучали еще по средневековым войнам. Бесконечные вот эти вот вассалов с вассалами.
И, собственно, сюзерены таким образом удерживали власть над вассалами и очень часто даже провоцировали войну между вассалами. Ну, в то время, кстати, война против третьего сословия, то есть против крестьян и горожан, ну вот, она даже войной не считалась. Это было типа, ну, вот такое узаконенное убийство. За это даже высшие, ну, сословия не страдали. Ну, это, кстати, хорошо отмечено даже. Вот мы Дюма читаем, там «Три мушкетера». Ну, не знаю, там мое поколение воспитано, да, на этой литературе. Ну, посмотрите, как они относились к, в общем-то, другим сословиям и как можно было уничтожать и ничего, ну, как бы никакое, ну, никакого преследования уголовного не было. А вот уже убийство на дуэли, так сказать, дворянин дворянина, тут можно уже было и присесть. И поэтому вот эта вот нравственность, этика, ну, кодекс поведения белых господ по отношению к колонизируемым, оно ничем не отличается от поведения вот дворян по отношению к собственным согражданам из третьего сословия в средневековое время. Ну и по большому счету и революции были, и французская, и прочие, они были во многом за лишение вот этих вот привилегий целой прослойки, которым можно было все, которые были выше закона. Понятно, что над ними формально была власть монарха, вот, но он никогда не спешил покарать тех, кто, в общем-то, края потерял. И вот сейчас ситуация очень похожа, то есть есть глобальный, ну, такой неофеодализм, неотехнофеодализм, да, где есть глобальный сюзерен, который, ну, своих вассалов, ну, Израилю ж можно все, правильно, все, вот, а других просто используют для того, чтобы между собой, то есть кого вместе будем грабить. Это же еще и такая пиратская философия. Мы Ну, в должны не каком забывать, месте? что... Ну, вот вы говорите Ну, в вместе. каком месте? Ну, давайте уточним. А это Ну, как работает? Ирак вместе грабили. Не-не, Ну, смотрите, я напоминаю. а это работает, например, к Дании. Но фактически Данию хотят ограбить, забрав Гренландию. Они говорят: не, давайте купим, Конечно. давайте купим. 700 миллиардов устроит? Знаете, ну, там, может, чуть больше, может, как это. Датчане, давайте, не ропчите. Вон, гренландцы, каждому по 100 тысяч выпишем. И там опросы проводят, все такие очень боевые. Говорят: нет, пошел вон Трамп, картинки постят. Ну, картинки картинками. А спрашивают у молодых там гренландцев: за двадцатку будешь гражданином США? А он говорит: нет, а за 100? «О, за 100 буду». Семен, тут же очень важный момент. Это просто обратная сторона то, о чем вы говорите, да, и то, что мы там обсуждаем, и то, что действительно является такой какой-то базой определенной. Очень важная история. Так вы понимаете, в чем дело? Находится гораздо большее количество людей, которые за условный американский паспорт, за условное вот это принадлежание к сословию, за титул лорда готовы мать родную продать. Конечно. Ну, у нас же барон Сибирский, это кто? Банкир Лебедев. Вот. Между прочим, был еще в войсках КГБ СССР служил. Очень сильно понтовался по этому поводу, что, значит, у него карьера была как у Путина. Да, он еще сначала владельцем был заводов, газет, пароходов. Ну, вот сейчас в Британии вот готовят его. Умеров, крымский татарин. Что он устроил, да? Ну, то есть, один из операторов, ключевых менеджеров биореактора. Да, ну, потом я напоминаю Лазаренко, куда он бежал со своими украденными, да? Хотя, казалось бы, у него был тогда только паспорт Панамы, но мы же понимали, что это, так сказать, следующий шаг. Ну и вся олигархия, наш олигарх, там, ну, такой, создавший всю эту медиа-империю безумия, которая сводит с ума, Лисин, да, у нас там был Гусинский, Березовский, а был еще менеджер у них в статусе министров, вот, который, собственно, все эти холдинги пытался создавать, которые сводили с ума. Тоже в Штатах, он потом и умер в 15 году, что ли. Вот, куча мутных историй. Поэтому это модель, Александр, это модель по привлечению негодяев со всего мира, которые позволяют уничтожать своих сограждан. Это модель, до которой они додумались
еще, ну, как сказать, в утробе матери, ну, имеется в виду имперской своей, ну, Великобритании, когда одни африканские племена продавали своих соплеменников и других, значит, африканских племен в рабство и отдавали на корабли. И поэтому, а на этом же основана вообще вся их модель, да? Потому что никто особо не хотел работать на, ну, вот в этих условиях, за счет которых произошло американское экономическое чудо. Вот, оно все основано на работорговле, так же, как и экономика древнего Рима. И по большому счету, мы, ну, имеем с неорабовладельческой империей снова. Потому что есть люди, граждане, а есть те, чьими судьбами распоряжаются, но они на правах вот этих вот варварских племен, которые вообще, ну, их судьба никого не волнует. А их вожди за счет того, что их признали гражданами Рима, да, а тут же в чем парадокс получается? Сам, так сказать, Рим, он интернационален, то есть там нет ни Эллина, ни Иудея, ну, имеется в виду как любая, как Лондон, да, мы видим. И создаются невыносимые условия для жителей разных стран, а потом владеющая прослойка, ну, скажем так, люди, которые что-то из себя представляют, они принимаются в виде беженцев. И эти люди становятся еще и донорами экономической ситуации. Ну, вот давайте посмотрим на украинскую историю. Но ведь Европе же хорошо. Ну, смотрите, хлынуло поток людей в массе своей. Понятно, есть с поехавшей кукухой, которые мы видим, ну, есть которые ну, потеряли стыд, да, еще во времена украинской вседозволенности, а есть те, кто поехали кукухой, жертвы когнитивной войны. Но 90% тех, кто поехали в Европу, люди трудолюбивые, образованные, которые дисциплинированы и готовы работать на любых работах. А второй тип людей – это люди с капиталами. Вот этот вот батальон Монако. Можно сколько угодно там смеяться, еще что-то делать, там, ерничать, ненавидеть. Но по факту это же вывезенные капиталы. И капиталы, потраченные в экономику, тоже Монако, тоже Италии. И в результате, что им, ну, как бы, какой exchange, так сказать, сделал Запад? Русские рубят русских, для них это все как бы территория исторической России, большого исторического врага. Владеющая прослойка свалила в основном к ним, вот, перевезла, собственно, капиталы и не особенно собирается возвращаться. А самая квалифицированная, так сказать, трудовая рабочая масса, она, в общем-то, замещает в том числе поднадоевших всяких там индусов, пакистанцев и прочих. Вот, отлично работает вот эта вот мясорубка по перемалыванию, Ну, сначала по превращению людей. с другой стороны, Ну а с вашего как? разрешения, а давайте тогда проанализируем. Вы говорите, Европе, смотрите, как хорошо. Вообще лучше всех. Значит, газа лишили, какую-то чушь порят, говорят, европеец, готовься к войне, вот тебе буклетик, там у тебя должен лежать рюкзак, купи себе фонарик, ну вот это вот все, да. То есть вот там адрес бомбоубежища. То есть это же, понимаете, какая разница, какой контрастный душ, да, по сравнению, допустим, с Украиной. Ну, давайте откровенно. Мы тут, конечно, говорим, вот было хорошо. Ну, там, при Януковиче, когда евро проводили. Да по-разному тоже было. И бедность была, и зарплаты 3 копейки, и вот это все тоже несправедливость социальная. То есть просто надо перенестись в то время, и тоже было сложно. 90-е вообще там были для многих голодные, ну, вот прям по-настоящему. И все немножко как бы понимают, что этот период. Европа, да, Европа. Сейчас же как в Украине там, да? Да никогда так не жили. Никогда так не жили, представляете? Деньги рекой вот льются. Ну вот это, это ж НАТО. Война, да, дала приток капиталов, дала людям зарабатывать на машины. Казалось бы, собираешь какой-то непонятный дрон, там, да, 4 винта, какая-то палка, что-то, какой-то чип какой-то из Китая прислали. Там сидит какой-нибудь под бронью работник твоего ФОПа, твоей фирмы крутит, а ты себе новую машину меняешь, например, да, или там покупаешь какую-то недвижимость. То есть это же как возможности открылись для многих. А Европа же жила нормально.
Европа, у них были высокие зарплаты, достойные пенсии, пенсионерки и пенсионеры вообще колесили по кругосветным путешествиям. Сейчас, дай бог, что в Болгарию, бедную страну Европейского Союза, перешедшую на евро, выехать там хоть кости погреть, а не то, что там в Японию, там на лайнерах, там, не, уже как-то этого всего меньше, 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 ну, с точки зрения Европы. А тут им еще говорят, война будет, вот вам украинцы, вот вам это, война будет, понимаете? То есть, поэтому как бы не очень хорошо все для Европы с этой точки зрения. Поэтому и внутри Европы зарождаются такие голоса. А давайте с Путиным поговорим. Политико сегодня написали о том, что Мелани и Макрон как бы соединились в желании кого-то отправить. Ну, сейчас там варианты перебирают. Ступ, там еще кто-то, может, какой-нибудь там старый политик прошлый. Ну, мол, давайте говорить. Потому что Европа вовсю это отмечают там, ну, люди, которые в Европе. Они говорят, мы видим, что готовится к войне. Так а зачем это надо? Тут мы жили богато, припеваючи, а тут тебе здравствуйте. Все ж видят пример Украины, не очень-то хотят. У Европе надо выделять прослойку, которая больше всего страдает. Это так называемый средний класс, который был раздут до невиданных раньше величин как раз во время начала, с одной стороны, холодной войны, потому что средний класс – это был ответ на социализм. Потому что Европа и весь западный мир, его всегда сотрясали социальные протесты. Но в 20 веке это вся история. То есть достаточно посмотреть, чего там, Оливера Твиста читаем, да любого писателя классического, Бальзака, французского, немецкого, без разницы, да? Оно все вокруг острых социальных противоречий. И после того, как стало понятно, что могут произойти, так сказать, не Майданы, а социалистические революции, потому что угрозы-то были, в Испании чуть не пришли к власти, в Италии помощью конкуренции публичной пришел к власти Альдо Море, да, социалист. Его вынуждены были даже убить прямо. Вот. Потом красные бригады, которые непонятно какую функцию выполняли. То ли дискредитации, то есть были, собственно, агентами, то ли действительно наши утверждали, что их не поддерживали. Поэтому вот этот средний класс, который раскормили, начиная с 60-х, 70-х годов, он вырос в Европе. А вообще-то в Европе традиционная ситуация – это конкуренция за право вырваться поближе к господскому столу. Вот. И страдания в Европе. Откуда вся иммиграция? Вот давайте рационально себе зададим вопрос. Почему вся США состоит из переселенцев в Европу? Там же они не так размножились, сколько переехали. А все туда ехали, поляки. Даже у нас есть повесть «Прекрасная Короленко». Кстати, он же Житомира, по-моему, да, уроженец, тех краев. Без языка. Это о том, как человек с Волыни попал в США. Это начало 20 века. Поэтому вот эта иллюзия всеобщей сытой жизни в Европе, это иллюзия последних буквально 30-40 лет. До этого традиционная, так сказать, социокультурная обстановочка в Европе – это вечная война, либо в колониях, либо которая даже внутрь переходила. А обстановочка там Декамерон. То есть элита прячется по замкам, жируют, пируют, а где-то как бы чума. А где основные эпидемии чумы, холеры, я напоминаю? Откуда исходили крестовые походы? Вот. Почему каждое столетие на восток кто-то, в общем-то, организовывал всю Европу, чтобы сходить, добыть свою Индию, которая не досталась Великобритании? Чего? Вот 20 век – это походы на восток немцев. 19 век французы только угомонились после последнего похода Наполеона. А до этого, посмотрите, все походы образования Германии за счет чего? За счет военных. Это было по историческим меркам буквально позавчера. Деятельность Бисмарка, которая привела к войнам тотальным в Европе и к объединению, наконец-то, Германии, это то время, когда жил Тарас Шевченко.
Ну вот давайте мы как бы сопоставим вот с точки зрения украинской, так сказать, идеологии культурной. Тарас Шевченко – це ж народження української нації, так Не-не-не, сказать, да? это как написал этот Юсов за Буданова. Ну, это вроде как говорят точно, там сложно сказать. А, День политического заключенного Украины был на днях, и он написал, что Тарас Шевченко это вот яркий пример, там один из первых, вот именно вот Российская империя его, Тараса Шевченко. Короче, политически заключенные украинские, понимаете? Поэтому тут вы Ну, Тараса еще надо ну вот, как-то реабилитировать. ну я-то считаю, что вы же знаете мою позицию, что Тарас Шевченко – это петербургский поэт из малороссов, ну тогда так называли, или украинцев, у него и так встречается, который не выдержал петербургского климата. Это очень часто бывает. Вот, и спился. Надо было ездить чаще в Таврическую губернию, чаще бывать в Одессе. В общем-то, Пушкин же подсказал, да, там некогда гулял и я, но вреден север для меня. Поэтому вообще надо чаще из Петербурга ездить в южные, так сказать, ссылки, добровольные или принудительные. Поэтому был ли он политзаключенным, это вопрос, ну, как бы, тогда можно и Достоевского объявить политзаключенным. Ну, наверное, только вопрос чьим? Польским, литовским? У него ж по корням, так сказать, он-то сейчас стал русским человеком, но по корням, если проследить Достоевского, там что-то было такое вот, речь посполитовская, назовем это так. Но, тем не менее, никто у нас до такой степени не упарывается. Это просто говорит о том, что на Украине даже не понимают, кто такой Тарас Шевченко. Но мы это с вами это тоже многократно установили, что на Украине просто не понимают, на каком культурном наследии развивался украинский народ, вот, и почему трагедия войны, это ж Тарас Шевченко напомнил, что, ну, тоже давайте в качестве цитаты в начале года, значит, як Україні злі люди присплять лукаві и в огні ее украденную збудять. Ну вот это же сейчас происходит. Ну вот ее приспали евроинтеграции Украину. Сколько? 25 лет ее присыпало. Евроремонт, евро... Забор, Все, значит, да. все. Еврозабор, да. Когда-то во Львове, я, помнится, видел даже такой, ну, как это называли, возле кафе стоит, где меню написано. В общем, выносное меню. Евроокрошка. Вот это, конечно, меня сильно удивило. 2007 это был или 2008 Нет, год. так подождите, Ну, так евроокрошка, в России тоже такое было. Евроремонты, как у всех евро. было. Так это ж Ну, общее заболевание. Александр, это общее заболевание. Разница была в чем? Что Россия страна большая. И в России вот эта вот элитка, которая начала формироваться в 90-е, она текала по всему миру. А Украина страна поменьше. У нее как бы, ну, в основном, ну, если так говорить, ну, элитка, понятно, высшая, она Лондон, туда сбегала. А российская по всему миру она как бы это самое, рассеивалась. Ну, а как рассказывают, ну, вот Кипр, да, там какой-то у нас тоже один из олигархов пропал, был такой Баумгертнер, глава Уралкалия. Вот они там все зависли. Почему Приватбанк у него, вот я напоминаю, в лучшие годы, да, Коломойского, это же как бы главная была, ну, Приватбанк на Украине, и два ключевых было, ну, подразделения. Моском Приватбанк существовал еще до 15 или 14 года, и на Кипре был Приватбанк. Ну, это же для обслуживания этого типа элиты. Почему наша олигархия из Альфа-групп, Фридман и прочие оказались в Лондоне? Это была общая проблема, и она до сих пор сохраняется. И именно поэтому нам не очень верят наши союзники, особенно там с Китая, КНДР. Вот. Почему? Ну, потому что очень глубоко корни свои пустила вот эта вся история компрадорская. это да. Мы вот начинали с Тимошенко. Это ведь тоже очень, ну, как бы, да, вот в тему ложится вот этого всего, понимаете? Евроокна, еврозаборы. Сейчас вот еврогробы. Я, кстати, тоже на полном серьезе встречал еврогробы. То есть не просто вот деревянный ящик, а вот там со всякими там приблудами, там вот это все С красивые. Wi-Fi. Ну да, с Wi-Fi, красивое, понимаете. Это же как бы тоже нам все впаривали. Это же тоже маркетинг был. Вот смотри, в Европе, вот там жизнь. Отсюда вот эти кружевные трусики. Но они же выплеснулись так на Майдан за долгие десятилетия. Ну, 10 лет точно. Да, до
Точно, точно. до этих, а там, может, еще и больше, лет 15. И это все время была Тимошенко. И она сегодня говорит, знаете, вот это говорит, какие-то ничтожные, какие-то 40 тысяч долларов, там вот это вот все. А ты так сидишь и смотришь, слушайте, ну да, это вам не газовый Но она консорциум. таки права. Она таки права, Юлия Владимировна. Ну что такое 40 тысяч долларов? Это же, ну, так, какой-то расходный материал. На Ну, это вот бумагу, деньги в кармане. Вот. как в школе, на Ну, бумагу что-то сдают в такое, да. партию. На бумагу вам. Какие-то офисные расходы, конечно. Поэтому это даже обидно. Ее в свое время же обвиняли ну, в миллиардных, есть хорошее украинское слово, оборудке. Да, Мгм. оно мне нравится, оно как оборот, да, хорошо. Ну, это было когда? В 90-х, в конце 90-х годов. А тут какие-то 40 тысяч. Нет, это Юлии Владимировны не по масти. То есть это просто оскорбление, понимаете, ну, в таких суммах обвинить. Это несерьезно. Это да. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Значит, они вот такие. Так, значит, да. Ну, у нас сегодня такой экспериментальный эфир. Мы пробуем как бы новые эти все вещи. Поэтому, знаете, может Семен пропасть, могу я пропасть. В общем, это дело такое. Мы все наладим. Ну, время сейчас такое. Вообще, конечно, я там рассказывал вам про иранский интернет. А так вот, если разобраться, то вообще сейчас мир будет откалываться, интернеты будут вообще просто, ну, серьезно, то есть... Поэтому надо очень динамично уметь находить выходы. Вот как сегодня у нас, да, одно явно заблочено, чик-чирик, надо быстро перейти на что-то, что как минимум работает. Так что Да, просим прощения у зрителей, если что-то по качеству не то, но мы на ходу экспериментировали. да, тут пишут, что вот там шелеста не слышно сегодня. Ну, в любом случае, главное это то, что, ну вот, что мы вместе, это прям замечательно. Главное, что мы, в общем, сейчас перейдем к вашим вопросам, обязательно. В общем, только подведем итоги. Если бы не коррупция власти в Украине, то война бы. 4% считают, что быстро закончилась победой. 22% велась бы против Запада, ну типа на стороне России. 28% быстро закончилась Стамбулом. Ну, потому что, опять-таки, это же прикинул, рассчитал, ага, туда-сюда, прибыль, кредит, дебет, все по-честному, зарплаты, туда расходы, деньги, а чем отдавать, и закончили бы на Стамбуле. Ну и 46% вообще считают, что война бы не началась, если бы не коррупция. Поэтому, хоть вы так и отвергаете взаимосвязь, люди вот проголосовали следующим образом. 7 тысяч человек проголосовало, Семен. Ну, люди же хотят рассчитывать на что-то хорошее, да, то есть всегда хочется, ну, чего-то приятное услышать. Но с моей точки зрения, я повторю, мы все вышли из, как Шинели Гоголя, из советской реальности. И рождение всех украинских, ну, не украинских, незалежных всех государств, это был смысл в том, чтобы узаконить коррупцию. Потому что внутри советской экономики невозможно было передать власти собственность по наследству. Это все было как у Остапа Бендера. Ну, что ты себе купишь еще золото, еще одно золотое руно, фирм нету, возможностей как бы приватизировать нету. И общее, почему они собрались же втихаря в этом самом Вискулях в Белоруссии, потому что надо было делать все втихаря, в нычку. Обратите внимание, как принимались законы, например, о приватизации еще в конце 80-х Верховной Радой. Там вместе голосовали руховцы с то, что называлось коммунистами. Да, они вроде как бы между собой спорили, а то, как будут распиливать в области и ну, наследство советское, они с радостью голосовали. Поэтому у них внутри, понимаете, вот что я имел в виду, оно зашито, так сказать, на базовом уровне, вот, на поведение модели. А так как не произошло стабилизации государственной, вот, то коррупция стала всеобъемлющей, как в Молдавии, так и на Украине. Ну вот Грузия, обратите внимание, вот она живет с этим вирусом, она чуть-чуть, так сказать, всплыла от идеи войны с Россией, избавилась, но никакому развитию это не привело. Надо менять сами политэкономические основы вот, ну, государства, и тогда оно как-то будет работать. Но для этого нужно
сильно прижать финансовый капитал. У меня первая книга об этом «Два капитала», как экономика втягивает Россию в войну. И для этого нужно, не то что запретить, а закрыть возможность внешнего контроля над экономическими активами со стороны финансового капитала глобального, для того, чтобы упыри не присасывались к привлекательным экономическим активам. Вот попробуйте в Китае что-нибудь инвестируйте и оттуда вывести. Ну, посмотрим. Вот, там быстро прикручивают финансовый капитал. А пока у нас все разрешено финансовому капиталу, коррупция будет основополагающей, как бы вообще, вот основополагающим фактором всей политической деятельности. А политическая деятельность – это же всего лишь надстройка над Да, деятельностью вот политэкономической. это Вот и же, все. вот смотрите, вот в этом же и переворот вот этого сознания. Вот ам, поэтому Трамп так смотрится, который там сорвал маски, да, империализма, который мы сегодня обсуждали. Потому что они всего лишь надстройка. То есть они всего лишь менеджмент. Это так кто-то шутил или писал в комментариях, или у меня писал в комментариях кто-то говорит, подождите, а где же этот Трамп, который побеждает глубинное государство, который вот это вот за мир во всем мире, который вот это всем сейчас как раздаст вот этим глобалистам. Где этот Трамп, который критиковал Обаму за то, что он вот-вот начнет войну в Иране, помните? Где? Ну, где он делся? Понимаете? Так это потому, что они все забыли. И в Зеленский в Украине забыли. У него его менеджеры, и он сам забыли, что подожди, ты не пуп земли. Ты не потому, что ты президент, тебе должны нести деньги, или, например, там что-то там, тебя должны приходить к тебе, а ты функцию выполняешь. Ты функция, а не центр мира. Это вот прям такой переворот вот с начала года. Вот, наверное, мы докопались до вот этой какой-то главной причине. Потому что ты инструмент. Ну, то есть не будет тебя, будет кто-то другой, да, а они считают себя. Перейдем к вопросам нашей уважаемой аудитории. Начнем с сообщества YouTube, пожалуйста. Значит, поехали. Александра Хас. Еврокомиссия заявила сегодня, что первые выплаты, ключевое слово «возможно», должны начаться в апреле. Из 90 миллиардов, как стало ясно, 60 останется в европейском ВПК, 30 пойдет на поддержание бюджета Украины на 2 года. Это с учетом, что Украинская Рада приняла бюджет на 26 год с дефицитом 45. Мне вот интересно, они учли разбитую энергетику, блэкауты, закрытие предприятий и, самое главное, портовый грузооборот, который уже буквально за месяц просел на 30%. Наверное, это не важно, и все просто плюнули на соцсектор. Будет теперь тренд, кто не скачет, тот замерз? Я думаю, что в принципе они сбрасывают социальный балласт на пост Украине, на финансирование всяких гуманитарных проектов и программ. Потому что цель, так как цель выбрана война, да, нужно, чтобы было больше страданий, нужно, чтобы была картинка страданий. Ведь это же инструмент, с помощью которого они, в том числе мы, что же говорили, Европой управляют. Чем больше будут страдать на пост Украине, тем послушнее будут, например, в Польше и Румынии. Ну, в соседних странах и в Молдавии. Потому что они будут смотреть и делать выводы. Ну, хотя бы у нас не так. Как это, не звучало бы цинично, но это основа западного управления людьми. Отсюда вся эта сословность и взялась. Ну, у нас тоже было очень похоже. У нас просто была Сибирь, степи, куда можно было всегда смыться. А у них были колонии. А с самой Европы ты никуда не денешься. Это большая-большая тюрьма. Но об этом, в общем-то, творчество французского великого философа Мишеля Фуко про биополитику, тезис, который он выдвинул еще в 80-х годах. Ну вот, судя по всему, не просто тезис, концепция, вот биополитика, которую он рассуждал, что Европа к этому придет, мы находимся в этой реальности, биополитике. Мгм. Лина Востроилова. Людям расплавили мозги, или они сами так думают? Ведь ничего не может быть в действительности иного, чем в головах. Будущее у этой страны есть вообще, или ее государственность идет стремительно на кладбище? И это то, что объединяет в самом дурном смысле слова.
кладбище. Существует ли ответственность общественная за выбор направления движения или удобный образ жертвы? Удобно же и отключает мозг от здравомыслия, а от прежних установок теперь уже будет механическое отключение. Ну, такой вопрос, который много глубоких мыслей и подвопросов содержит. На него так быстро не ответишь. Ну, по поводу разжижения мозгов, да, это вот моя деятельность по теме когнитивной войны. Это как раз о том, как и что делают с этими мозгами. Вот первый том «Украинская трагедия. Технологии сведения с ума» – это вот то, как вот, мое видение, да, того, как эти процессы проходят. Поверьте мне, какая-то часть наших сограждан не имеет значения на Украине, в России, в Белоруссии. Они уже потенциально двинутые люди. Это начиная с детства. Вот. Ну, как в состоянии взрослого подростка. Ну, если ты как бы воспитан Двинутые с губкой Бобом, детства. двинутый с детства, ну, к сожалению, это факт. То есть вот они зависают в 12-13 годах, когда бунт против взрослого, когда все можно, вот, и когда тебе никакого наказания не прилетает. А государство – это же сложная система систем, которая в первую очередь удерживает людей в рамках. То есть есть, конечно, самые жесткие рамки, это, так сказать, уголовный кодекс, который нам свято чтить заповедовал Остап Ибрагимович, да, вот. Но, тем не менее, это самое. Есть же еще морально-нравственные нормы, которые не такие жесткие, как уголовные. Но если уже ты докатишься, так сказать, до падения морально-нравственного, то и уголовщина тебе светит. Но это я просто напоминаю, как работает наше общество и государство. И так как государство на постукраине захвачено, ну не только, но и в Молдове тоже, то там началось внедрение разных девиаций, культурных. Ну, что такое утеря нормы? Это, ну, как бы победа девиаций. Начиная с норм культурных, политических. И первым делом, мы же рассуждаем все-таки про ситуацию околовоенную нашу, была смещена норма о том, что Украина может быть враждебной России. Нет, это базовая норма. Государство на Украине возможно либо союзное России, либо внутри российской государственности. Любые формы государственности, направленные против России, ведут к уничтожениям таких форм государственности. Это было, когда конкурировали в начале 20 века модели УНР и УССР. Там же еще была Советская Республика, Таврическая Республика, Донецко-Криворожская. Много конкурировало республик. Это было, кстати, ну, если двигаться в украинской Так а концепции почему? исторической. Нет, смотрите. Ну, а как? Ну, Нет, всех почему? привозила к Мазепинщина, приводила к краху. Всегда. Ну, а чего тут? Ну, смотрите, ну опять отсюда же легенда. Вы же тоже знаете, да, и исторические взгляды и труды, и посылы такие, что как это? Вызвольна боротьба, или там мне нравится еще это в учебниках, вызвольне змагання. Змагання. Типа Змагання. соревнования, понимаете? То есть, ну вот, да, попробовали подходик, не получилось, еще. И вот типа шанс, отсюда же вот этот миф о том, что будет исторический шанс, о том, что будет вот А сейчас... у нас получилось. Александр, ну почему вот у наших, вот мой предок, я рассказывал, прадед, в честь которого меня назвали Семен Бумай, его отправили в 1939 году организовывать советскую власть на Западенщину. Ну, как-то он это взял и сделал. А потом в 1944 году вернулся. И всю жизнь был депутатом горсовета Ивано-Франковского. Не получил никакой земли за это, да? Вот. Ну, тогда депутаты горсовета другими делами занимались, да? И всю жизнь занимался развитием этого маленького прекрасного города, который, кстати, только наши переименовали в Ивано-Франковск. Потому что как бы до этого это было такое, в том числе, напоминание, кто в доме главный. Да, Что Станислав. главный как бы пан Станислав главный, да, а не Иван Франко. Поэтому это вопрос такой, вопрос проектный, понимаете? Проект государственности союзной или российской на территории, то, что мы сейчас называем пост-Украина, он
каждый раз демонстрировал то, что даже после войны из руин возрождались города, после войны большой и войны малой. Гражданская война проходила на территории, ну, вот то, что мы сейчас называем Украина, очень жесткая, намного более жесткая, чем в других краях. Такая же жестокая война была только, наверное, в Средней Азии. Вот. В Центральной России все было как-то поспокойнее. И потом в какие города все это превращалось. Поэтому, Мгм. уважаемые слушатели, в текущей модели Украины как антироссии никакой государственности, кроме как внешней и захваченной, быть в принципе не может. Так, следующий вопрос от зрителя. То, что баба Юля оплатила своим однопартийцам за правильное голосование, неудивительно. Даже Константин Бондаренко рассказывал, что его уже давно приглашали вступить в какую-то партию, чтобы попасть в Раду, денег заработать. Но как там быть с тем фактом, что перед выборами в Раду Тимошенко ездила к предстоятелю УПЦ, постила с ним фоточки, а спустя время бьют полным составом голосуют за запрет УПЦ. Как населению Украины избавиться от этой болезни украинства, когда все и все продается? Ну, Юлия Тимошенко, как я вам уже говорил, это политическое животное, которое в этих джунглях ориентируется. А в чем особенность животного политического? Что в какую среду ты попал обитание, так ты себя и ведешь. Вот. И если сменить, так сказать, агрессивную среду, то, может быть, Юлия Владимировна Тимошенко была бы там отличным управленцем. Поэтому единственный способ вытравить вот такое поведение, нужно пожить в условиях относительно нормальной государственности. Ну, под нормальной государственностью я имею в виду государственность, не заточенную на войну. Либо войну против своего населения, либо на войну со своими соседями. Вот поверьте мне, я вот сейчас же нахожусь в Крыму, и там новые наши сверхновые регионы, особенно меня интересуют Херсонская, Запорожская области, как самые свежие. Постоянно общаюсь. Вот. Годик нужен людям для того, чтобы прожить в относительно предсказуемой ситуации. Ну, то есть, когда на тебя не охотятся, когда тебе просто платят пенсию, когда ты можешь спокойно не бояться этого государства, в чем-то на него рассчитывать. И, собственно, вот в прошлом году опыт у меня был небольшой съемки такого полудокументального сериала, но я там участвовал как автор и ведущий, товарищи заводчане. Вот как раз я проехался по предприятиям, пообщался с простыми людьми в ДНР, в ЛНР, ну, то есть на Донбассе. И плюс-минус, я сейчас говорю про простых людей, плюс-минус нужно год людям в нормальной обстановке, где их, так сказать, никто не штрыкает. Используем такое западенское словечко, потому что особенно жители Украины, их постоянно вот это вот зудило. Ну, вот есть русское хорошее слово «зуд». А мне И вот, этот зуд был постоянный, а мне вот постоянно интересно, расчесывали. мне вот интересно, а вот если бы вы играли за другую сторону, ну, за другую команду футбольную, да, футбольной терминологией, на другой стороне, вы бы как переименовали районы Луганска? Артемовский, Жатневый, Ленинский? Я не мог бы играть за другую команду, потому что я не отношусь к этому как к спорту. Вот. И, как Нет, я просто вам мне говорил, интересно, для а меня... как? Ну, я вот сижу и думаю, то есть люди даже отчаянные, ну, которые там патриоты, может, даже где-то националисты, которые поддерживают войну, поддерживают одвичную борьбу. Они даже в шоке. Говорят, елки-палки, мать вашу, чиновники, вы чего? Какие переименования района Луганска? Какие в Луганске переименования? О чем вы? Ну, все, там Луганская область, там еще поди повоюй, как бы, да, там со всеми остальными бы разобраться. А вы там что-то переименовываете, что не контролируете, условно, да, с 2014 года. Так они же контролировать хотят своих внутренних ватников. Им же эти... почему у меня презрение к этой всей системе? Они же не с Россией на самом деле борются. Они унижают часть своего общества, своих русскоязычных, да. Им для этого всего нужно. Вот сейчас это Ницой опять вылезла. Обратите внимание, что ее волнует.
Поэтому это способ построить, ну, такое вот абсолютно расовое государство, где есть высшее убер-меньше, унтер-меньше, за счет образа внешнего врага. Но мы им этого сделать не дадим, потому что иначе будет война до последнего украинца. Есть очень хороший рассказ, называется «Заговор квартеронов» киевского писателя. Вот, я всем рекомендую прочитать. Там такой сюжет. Он короткий. Вот, сюжет простой, что вот человек приезжает в Киев в 2000, по-моему, 40 или 2050. И обстановочка, где вот эта модель поиска, так сказать, истинного украинца была доведена до абсурда. Я всем рекомендую прочитать этот рассказ «Заговор квартеронов». Куда все это ведет? Мгм. Так, значит, вот такой еще вопрос из сообщества, а потом будем двигаться дальше на другие зоны. Почему такая удручающая ситуация, спрашивает Татьяна, с российской дипломатией? Все молчат об обстрелах ВСУ мирного населения. На обсуждение ООН Россия не выносит все инциденты с танкерами, тоже молчок. Россия молчит и по поводу Ирана, Венесуэлы и так далее. Арестовали русского археолога в Польше еще до Нового года, а протест наш МИД заявил только что. Как-то все очень грустно. В российском МИДе один Лавров работает. Ну, я вообще считаю, что у нас так называемое министерство, ну, вот то, что возникло на базе советского МИДа, это не то, что было. У нас же в Конституции как прописано? МИД э, реализует внешнюю политику, которую определяет глава государства. То есть никакой своей политики у МИДа нету. А учитывая, что у нас, так сказать, достаточно долго формируется какая-то позиция, пока оно согласуют, ну, в этом особенность вообще России как бюрократической империи. Вот. И поэтому он, так сказать, всегда подтормаживает. То есть сначала, пока позиция не выработана, ну, происходит, так сказать, общее заявление, что там против, за, не за. А потом, когда уже позиция вырабатывается, тогда уже, так сказать, действуем по принципу «русские долго запрягают, но быстро едут». Но, подчеркиваю, наш МИД– это не Госдепартамент США по самой функции, ну, то есть по своей задумке и роли и месте в государстве. И далеко не МИД СССР. Это у нас, так сказать, часть аппарата по обслуживанию позиции главы государства. Ну, это так устроено у нас. Мгм. Так, спасибо вам большое за поддержку в чате трансляции, суперчаты, суперсообщения, тоже вы пользуетесь. Спасибо, что поддерживаете канал, ну и, конечно, за ваши вопросы. Вот человек пишет. Помню, в 22-м произошла революция рилсов. Люди начали выкладывать дичь о себе ради внимания. Говорили, что эта эпидемия особо накрыла украинцев. На сегодня плоды чудовищны. Вся планета сидит в рилсах. Что вы думаете по этому поводу, Семен? Это уже свершившийся факт. У нас какая-то часть общества уже не способна концентрироваться на чем-то продолжительном. Я всем рекомендую прочитать книгу, она есть в открытом доступе, называется «Тревожное поколение». Это, ну, на стыке социологии и, ну, от медицины там нет, там только факты, что с людьми происходит. Это как раз обзор того, как на Западе общество деградировало под влиянием коротких форм. Ну, то есть рилсы– это только одна из коротких форм. Я напоминаю, что деградация прошла тотальная. Трамп вел предвыборную кампанию в Твиттере, ну, в иксе нынешнем. То есть 100 лет назад политики писали книги для того, чтобы бороться за умы, так сказать, избирателей и интеллигенции, ну, политизированного меньшинства, назовем это так. Теперь достаточно Твиттера. Вот это и твита. Вот вам разница между, например, Рузвельтом или Черчиллем, который прекрасные мемуары написал, и Трампом, который пишет твиты. Избиратели, то есть мы с вами люди простые, деградировали аналогично. Если 100 лет назад избиратель был способен прочитать труды, например,
Владимира Ильича Ленина, ну и не только его, Плеханова, Ой, там еще читать, Горького, конечно, например. там можно это, там жизни не хватит их читать. Ну вот а люди написали, А понимаете? они еще и написали, Поэтому понимаете? они еще и написали. Поэтому мы, конечно же, деградировали тотально. Но последние 5-6 лет, это еще одну книгу, которую я всем рекомендую знакомиться. Это Ланье Жарон или Ланир Жарон его еще называют. Есть у него известная книга «10 причин выкинуть гаджет», а менее известная, 10 причин выпилить аккаунты из соцсетей. А менее известная книга «Ты не гаджет». Дело в том, что этот Ланье или Ланир, вот, ну, в зависимости от произношения, да, он типа из французов. Он был одним из разработчиков ИИ, по-моему, в Гугле. И он ушел какое-то время назад, ну, и объявил в том числе общественную позицию, что, ну, короче, не туда ведут эти глобальные корпорации человечества. И занимает активную позицию против. Поэтому ознакомьтесь с людьми изнутри, как с теми, кто изучает, вот я привел пример «Тревожное поколение», прочитайте, короткая книжка, там всего 150 страниц, но для людей, которые употребляют рилсы, вот эти короткие формы, осилить даже такую книжку на 150 страниц, это крайне-крайне сложно. Поэтому, уважаемые слушатели, я напоминаю, что люди, которые читают книги, всегда будут управлять людьми, которые смотрят видео. Поэтому это Ну, самый нет, дешевый нет, способ. у нас в этом Ну отношении тоже так, сейчас революция прошла. Нет, Семен, а кто сценарии пишет? Ну, смотрите, Александр, залипают фильмы. сценарии пишут сценаристы «Квартала 95». Вот. И теперь Вот. страна пляшет под дудку сценаристов. То есть людей, которые писали тексты, понимаете? Послушайте, ну Зеленский отыграл. я немножко был, ну, не близко, и с частью, там они много групп, поэтому я не могу сказать, что я всех прям знаю. Но знаю некоторых сценаристов «Квартала 95». Ну, Семен, ну, они точно не читали Плеханова. А мне тут пишут, Нет, прикалываются ну, люди. конечно, они же, ну так они же своими текстами довели до этого кризиса. Но Прикалываются тем не люди. менее, я же говорю о том, что Шелест, говорят, не ржи, дочитывай труды Ленина. Ой. нет, ну давайте, товарищи, начните с трудов Уралова. Вот мой вам совет. Я же тоже пишу книги, стараюсь. А Вот, вы не поэтому читайте, читайте. начните. Да. Читайте, да. Значит, вот такой вопрос из чата трансляции. От Алексея. Действительно, все умные уже уехали из Украины, и остались только те, кто нормально так на подсосе у Запада, и бюджетники. Как вы думаете, если брать оценку за последние 5 лет? Нет, я не согласен. Я сам нахожусь лично на связи с людьми, очень толковыми, очень умными. Очень жалею, что они не с нами. Вот. Очень много было бы толку от них. Но они попали в ловушку. В ловушку, в том числе, хатоскрайничества. Очень много мужиков попало в ловушку своих жен, например. Были у них хорошие работы, и они до 22 года как-то сидели, что-то ждали, а потом ловушка захлопнулась. Большое количество людей не могли выехать по объективным причинам, потому что нужно было следить там за пожилыми родственниками. Одно, второе, третье. Поэтому не надо обобщать. Внутри постукраины огромное количество наших людей, вот, наших людей по мировоззрению, наших людей по своему поведению, то есть они не упарываются, ни в какое скотство не скатываются, они просто выживают. По моим прикидкам, ну, как по опыту, так по сравнительному анализу экспертному и той небольшой, так сказать, исследовательской фактуры, которая выходит наружу, порядка 20% внутри постукраины, это те, кто вот живут на этом биореакторе, то есть они выгодополучатель этой войны и всего, чего с ним связано. А порядка 80% это заложники, которые, ну, как у классиков, у Пушкина, народ безмолвствует. А что он может сказать? Да, значит, вопрос. Тимошенко, как и Скороход, прессуют, потому что они в перспективе могли стать во главе какого-то вменяемого, адекватного правительства и начать серьезные отношения с Россией? Знак вопроса, Семен. Ну, это сравнивать несравнимое. Ну, какая Скороход и какая Тимошенко. Ну, похожие Скороход просто это пена. женщины, НАБУ,
Ну, пленки. волевые женщины, которые ведут себя достаточно дерзко и, ну, как героиня в «Бременских музыкантах» Бандерша, помните, да, такая? Волевая женщина. Ну, наверное, да, такого Мгм. бандитского типа. Похоже. Но нет. Скороход – это человек внутри системы, которая нашла свою нишу. А Юлия Владимировна Тимошенко – это игрок. Игрок, который неплохо знает правила игры и на Западе, и на Востоке. Вот. И игрок с многолетней историей отношений. Я напоминаю, Юлия Владимировна Тимошенко заняла пост вице-премьера по топливо-энергетическому комплексу раньше, чем Владимир Владимирович Путин занял пост премьер-министра России свой первый, еще до первого срока. Тимошенко заняла в начале 99-го года, если не ошибаюсь, или в то же время. Ну, короче, в одно и то же время они заняли посты в исполнительной власти. Но при этом мы знаем, что Путин – это эпоха, я почему сравниваю. То есть, ну, для всех понятно у нас, что Путин – это как бы целая эпоха, а Тимошенко мы почему-то рассматриваем рядом со Скороход. Нет. Тимошенко – это одна из учредителей ЗАО вот это Украина. Вот было порядка там 500-600 семей, которые еще к 96-му году, в общем-то, распилили все основное хозяйство. Вот. И дальше уже допиливали, ну там шло уже соревнование между семьями, кто с кем, так сказать, породнится, и удастся ли там Пинчуку жениться на Франчук, чтобы стать зятем президента. Но олигархом-то он стал до этого, это потом ему как бы карта поперла, да. И Коломойский точно так же, он уже в 95-м, 96-м году, ну как это шутят Днепропетровские, чем отличаются учредители Приватбанка от списка спонсоров этой синагоги «Золотая роза»? Что типа в первом случае нет у кого-то, а в случае с синагогой нет Тигибко. Ну, как-то вот, короче, там фамилии одни и те же. Ну, это 94-95 год. И Юлия Владимировна, она из той истории. И этим она опасна вот этим новым УПГшникам, потому что она прорастала внутри вот этого негодяйского капитализма, который опутал своими корнями все постсоветское пространство. Вопрос претензия. Семен, а почему вы рассказываете нам про когнитивные войны, а не рассказываете, как такие же ТЦК ловили в 22 году людей на Донбассе? Ну, почему же? Я постоянно этот вопрос упоминаю, и я очень, ну, скажем так, крайне не согласен с методами, которые вообще проходили в республиках ДНР, ЛНР периода незалежности. Там же вот эти период был 8 лет, когда очень нездоровые процессы проходили и в Нет, подождите, экономике, и в политике. вопрос о республиках, уже республиках из 22 года, объявленная Пушилиным и Пасечником Ну, мобилизация, где хватали всех подряд. У меня лично мой знакомый, да, я лично его знал, был мобилизован, ну как, насильно, отправлен и погиб. ну и правильно. А он не Именно хотел. поэтому Именно поэтому было принято решение о включении республик в состав, потому что деваться было уже некуда. Если бы ДНР и ЛНР не включили бы в состав России и продолжилась бы вот эта серая зона, то там вообще непонятно, что происходило бы. Вот. И в частности, ну, Ильишкевич, очень талантливый журналист, погиб, вот также отправили куда-то штурмовать. Вот эта вся ну, как бы государственность постукраинского типа, она никуда не годится. Это нельзя оставлять в виде какой-либо серой зоны. Я же во многом поэтому, но я сейчас не буду об этом рассказывать. Я, в принципе, дал себе зарок как бы о своих, так сказать, приключениях и работе в ДНР периода 15 года не особо рассказывать. Когда я и первую книгу писал, и кое-кого там консультировал, общался, в том числе социологию отдельную проводил. Вот. Очень нездоровые там тенденции проявились уже году к 16-17, когда отдельные персонажи, которые сейчас сидят на 25 лет с конфискацией, возомнили себя, ну, как бы новыми Ахметовыми, что они могут там контролировать товаропотоки, вручную
решать, кто будет завозить пиво в республику, а кто не будет его завозить. Ну, например, да. Поэтому я был свидетелем очень таких неприятных, в том числе разговоров со стороны людей, которые еще в 2014 году рассказывали, значит, как они борются за Народную Республику, а через 1,5 года они уже пересели на С-классы бронированные, значит, машины охраны и как бы вели себя очень похоже на, как это, рябчиками объедались. Поэтому это очень печальная история. И очень печальная история с непризнанностью, например, была в Южной Осетии. Что там творили с гуманитарной помощью 8-9 года. И как президент, который был там героем войны 8 года, как буквально через 1,5-2 года в него уже плевали сограждане. Хотя все знали, что там где-то выросли особнячки в районе Волгограда, и там чуть не случился в Южной Осетии свой такой, ну, Майдан, не Майдан, там просто чуть столкновения не начались, республика очень маленькая. Все друг друга знают. Поэтому нам вот с этой вот всей государственностью осколочного типа, что в ДНР, что в ЛНР, что на постукраине, надо в принципе заканчивать. Потому что чем больше будет серых зон, тем более бесправным будет человек. Семен, спрашивает вас пользователь, как относитесь к Гиркину? Ну, имеется в виду, просто Стрелкову. когда употребляют Гиркин, то я для себя понимаю, что речь идет о человеке как физлице. Мгм. Вот как с физлицом я с ним не знаком. А вот когда говорят Стрелков, это целый медиа, ну, Проект, да. образ, да, проект, медиаперсонаж. Ну вот Стрелков образца 2014 года, это, конечно же, ну, элемент надувания и создания мифа со стороны наших медиа, когда вот, так сказать, военные действия начались, а героев нету, да, и мы увидели, как вот возникают герои на ровном месте, вот, как буквально за месяц вот создается имидж. Это как к явлению. Ну, а потом, когда Стрелков начал трансформироваться в внутриполитическое российское явление, я уже наблюдал за тем, так сказать, что он комментирует и как он объясняет, но там было такое серьезное колебание от левого в правое. И самое главное, я так понимаю, что были иллюзии, что он может выстроить некое там общественно-политическое движение, которое даст какой-то, ну, не знаю, кусок власти, доступ к чему-то. Нет, в России так не работает. Вот, поэтому он занял позицию ультрапатриотизма, ультра как бы критическую, и, в общем, дошел туда, куда дошел. Ну, вот как-то так я к нему отношусь. Как к медиафигуре, одной из первых, которая возникла с нашей стороны вокруг украинской трагедии. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на сегодняшнем нашем прямом эфире. Благодарю за то, что подписывайтесь. Вот тут вам правильно оппонировали, да? Говорят, книги длинные, там томики не читаем. Не, мы вот смотрим вас уже почти 2 часа. Так что, как бы делайте, конечно, делаем скидку. Молодцы, особенно те, кто посмотрел от начала и до конца. И лайк поставил. Подпишитесь на Семена Уралова в YouTube, в Telegram, ссылки будут в описании. Ну и давайте почитайте Семена Уралова. Не почитайте в смысле, как бы, вельможно, а почитайте его труды, его книги. На всех ресурсах, конечно, можно найти Семена Уралова, которое я назвал выше. Семен, благодарю за время и мысли, и со старым Новым годом. Спасибо, вас также пообщались продуктивно, несмотря на сначала технические трудности. Поэтому и в этом году будем их максимально преодолевать. Чистоты понимания всем нам. Да, друзья, берегите себя, что бы ни произошло. Добра и света. Увидимся.